1 июля. Волшебный день. И волшебный он только потому, что его можно назвать безбашенным, бесшабашным, безграничным. То есть этот день в состоянии выбросить нас, вытолкнуть на необычайный уровень саморазвития, самоосознания. Очень важно помнить про то, что именно в этих энергиях те творческие планы, проекты, которые будут просто литься в наши головы, в наши души, необходимо отдать бумаге. Яркость их проявления, и нам будет казаться, что мы запомним и будем очень долго информацию эту нести в себе и как-то аккумулировать. Вы ошибаетесь, если понадеетесь на свою мыслеформу или какую-то схему, которую нарисуете себе в голове и оставите просто ее в картинке в осознании. Отдайте всю информацию бумаге. Чем четче и конкретнее вы сможете накидать план-проект, тем проще вам будет и реалистичнее вернуться к нему чуть позже. Есть такой момент, который четко указывает на то, что именно в этих энергиях, в творческом порыве не исключено встреча с той самой единственной любовью, и эта любовь может быть либо с человеком, которого вы долгое время создавали себе в мыслях, в мечтах, и вот, наконец, встретились. А может быть, еще и другая грань этой медали, как самоосознание, понятие самопринятия себя. То есть, вот знаете, проснулся и понял, что именно сейчас поставлю точку на бесшабашном отношении к себе или потребительском отношении в свой адрес и четко понимаю, что с сегодняшнего момента, с сегодняшнего дня больше относиться ко мне так нельзя. Это тоже любовь к себе, это тоже прозрение, это тоже понимание, осознание. Пусть будет так, как должно быть. Очень важно понять, что заниматься сегодня не стоит каким-либо торможением, искусственным торможением и себя или тех, кто рядом с нами, потому что это чревато, потому что вы не можете взять на себя миссию того рефери, того судьи, который в состоянии решать дозировку этого озарения для вас или для вашего окружения. Чем не стоит еще заниматься? Не стоит отправляться в разного рода длительные и дальние поездки. Почему? Ну, именно из тех побуждений, что из крайности в крайность, да, вы можете просто поехать не в том направлении или оказаться в результате не в том месте, куда собирались и куда планировали. Это не шутка, это достаточно серьезно, и ситуации, моменты могут складываться независимо от вашего желания или вашего аналитического подхода и просчета. Что еще особо нужно за собой понаблюдать и достаточно серьезно проработать отдаление от любого рода конфликтов. Вот от этого просто уходите, потому что здесь может от неловкой или не вовремя сказанной какой-то фразы объем конфликта может быть безграничен, и потом уже просто возврата нет, да, точка невозврата. Помним про осторожное обращение с огнем, помним про осторожное обращение с любыми электроприборами, что четко прослеживается, ну, не заигрываем ни с какими поврежденными проводами в зарядниках, да, любого формата. И еще одна тема, которую не устану повторять: особо аккуратно за рулем или в качестве пешехода на дорогах. Берегите себя. День очень мощный, день очень энергичный и энерговыстраивающий. Дай Бог, чтобы все получилось самым наилучшим образом. Но помните, что контроль и мудрость восприятия все-таки позволят нам как-то урегулировать направление тех векторов, которые в этом состоянии мы готовы принять и
уйти в это с головой. Берегите себя.